В мире, где надежда казалась потерянной, неожиданный герой покажет, что второй шанс может привести к удивительным событиям. Это история о Рыжике, коте из приюта, который превратился из забытости в олицетворение крошечного чуда. Гром гремел, когда дождь стучал по окнам приюта лапки и усы. Внутри коты нервно мяукали, их глаза широко распахнуты от страха. Эта ночь казалась особенно мрачной. Облака полностью закрыли небосвод, и едва пробивались лучи тусклого света. Учтите, что Людмила, директор приюта, старалась сделать все возможное для своих подопечных. Она заботилась о них, как о своих детях. Но в этот момент даже ее оптимизм под угрозой. Но в дальнем углу один кот сидел тихо и неподвижно. Это был Рыжик, лохматый оранжевый таби, чьи когда-то яркие зеленые глаза теперь пусто смотрели на стену, как будто искали понимание в этом глухом пространстве. Рыжик провел в приюте так долго, что наблюдал, как многие коты приходят и уходят, находя свои постоянные дома, в то время как он оставался наедине со своим одиночеством. Он помнил, как его привезли сюда, заброшенным и испуганным, после того, как его бросили в парке. Смысл жизни Рыжика со временем угас, и он перестал надеяться на семью. Каждое утро, когда волонтеры приходили, Рыжик наблюдал, как они, вне зависимости от погоды, открывали клетка за клеткой, радостно щебеча с новыми пушистыми обитателями приюта. Он видел, как другие коты играли, мяукали и вели себя уверенно, но его тепло и надежда постепенно вымерзали. Он не знал, почему оставался здесь, не знал, когда его конец придет, в эту холодную темную клетку, без возможности на счастье и тепло. Сара, добросердечная волонтер приюта, в этот дождливый вечер подошла к клетке Рыжика с миской свежей еды. «Вот тебе», — тихо сказала она, проводя миску сквозь прутья. Но Рыжик даже не сдвинулся с места. Сара вздохнула, ее сердце разрывалось от тоски по коту, который, казалось, сдался на милость судьбы. «Рыжик», — прошептала она, — «как же мне тебя поднять?» Сара знала, что Рыжик нуждается не только в еде и воде. Он требовал внимания, любви и заботы, которые ему так не хватало. Но в этот вечер просто несчастье, случай, изменил жизни не только Рыжика, но и нескольких других. Внезапно дверь приюта распахнулась под напором сильного ветра и дождя. В панике вбежала женщина, держа что-то в своих объятиях. «Пожалуйста, помогите!» — вскрикнула она. Ее голос дрожал, как будто обнажая страх и беспокойство. «Я нашла этих котят, оставленных в коробке на обочине дороги. Они такие маленькие и холодные». Глаза Сары расширились при виде 3 крошечных, мяукающих котят в руках женщины. Им было всего несколько дней, их глаза были еще не открыты. «О, Боже мой!» — воскликнула Сара, быстро забирая котят и завернув их в теплое полотенце. «Вы поступили правильно, что привезли их сюда». Когда Сара смотрела на котят, ее сердце сжалось. Они были сильно истощены и дрожали от холода. Без матери, которая могла бы их кормить и заботиться о них, их шансы выжить были минимальными. Сара грызла ногти в поисках решения. Вдруг она услышала тихое мяуканье позади себя. Обернувшись, она была шокирована, увидев Рыжика, сидящего в своей клетке, его глаза были прикованы к котятам. Впервые за месяцы в его зеленых глазах зажегся огонек интереса, которого она так долго ждала. «Рыжик», — тихо произнесла Сара, едва веря своим глазам. Она подошла к клетке, все еще держа котят на руках. К ее удивлению, Рыжик встал и подошел к передней части клетки, любопытно принюхиваясь к воздуху. Идея пришла в голову Саре. Это было необычно и рискованно, но это мог быть единственный шанс для котят.
«Эй, дружище», — мягко сказала она Рыжику, — «как насчет того, чтобы стать папой?» Осторожно, Сара открыла клетку Рыжика и поместила котят внутрь. Она затаила дыхание, готовая схватить их, если Рыжик покажет любой признак агрессии. Но Рыжик снова удивил ее. Он бережно прижал каждое из котят к себе, а затем свернулся вокруг них, обеспечивая тепло и защиту. Женщина, принесшая котят, смотрела с восторгом. «Я никогда не видела ничего подобного», – прошептала она. «Это нормально?» Сара покачала головой, улыбаясь. «Нет, это совсем не нормально. Это чудо». В течение следующих нескольких недель Рыжик совершил изумительное превращение от кота, который сдался жизни, до преданного и любящего отца. Он вылизывал котят, согревал их и даже пытался научить играть, когда они становились сильнее. Сотрудники приюта были поражены превращением Рыжика. Его глаза снова заблестели, он зурчал с дружелюбием. Для всех в приюте это было волшебным моментом, который вдохновлял работать еще усерднее. Однажды, когда погода была ясной и солнечной, семья Джонсонов, Марк, его жена Лиза и их 10-летняя дочь Эмма пришли в приют. Эмма уже месяцами умоляла родителей завести кота, но те колебались. Они не были уверены, готовы ли нести ответственность за питомца. Однако, услышав историю Рыжика и его невероятного акта материнства, они решили взглянуть на него более внимательно. Как только Эмма увидела Рыжика с его котятами, она мгновенно влюбилась. «Папа, мама, смотрите!» – воскликнула она, указывая на клетку. «Он как супергерой-кот!» Секунда, и Марк и Лиза обменяли взглядами, полным удивления и нежности. Они должны были признать, что в Рыжике есть что-то особенное. «Как вам не жалко его?» — сказала Эмма. «Он же так заботится о своих детках, и он уже нашел семью. Неужели мы не можем его усыновить?» — умоляла она. Глаза ее блестели от надежды. Как оказалось, на самом деле в Рыжике было много важного, что задерживало их. Они смотрели, как Рыжик нежно вылизывает одного из своих котят, и это действовало на них, как магическое зелье. «Ну, — сказал Марк, медленно размышляя, — я думаю, что один лишний кот — это стоит того, чтобы попробовать. Лиза, можешь поговорить с Людмилой о процессе усыновления?» Радость заполнила Эмму, и она закричала: «Правда! О, спасибо, спасибо, спасибо! Я обещаю заботиться о Рыжике и его котятах!» Марк заполнил документы на усыновление, пока Сара и Людмила объясняли политику и процедуры усыновления приюта. Семья прошла краткое собеседование, чтобы убедиться, что они понимают ответственность за содержание домашних животных. После завершения процесса усыновления семья Джонсонов увезла своих новых пушистых членов семьи домой. Рыжик и его котята прекрасно устроились в новом доме с Джонсоном. Семья подготовила уютный уголок в гостиной с лежанками, когтеточками и множеством игрушек. Все сделано знанием и любовью. В первое утро в новом доме Рыжик с осторожностью стал исследовать пространство, обнюхивая каждый уголок и каждый новый предмет. Первым, на что он обратил внимание, были игрушки. Неподалеку от него лежал мячик с маленькими колокольчиками внутри. Рыжик внимательно пригляделся к нему и вдохновленно стал толкать мячик лапой. К его удивлению, котята, увидев его забавление, стали быстро подбегать к нему и бросаться на него, пытаясь поймать. Эмма была настоящим светом для Рыжика и его малышей. Она провела много времени, играя с ними, предоставляя им возможность растянуть свои лапки и погоняться друг за другом. Когда ничего не должно было сдерживать их, веселые крики и радостное лихо наполняли дом. Прошло всего несколько дней, и Эмма каждое утро вставала рано, чтобы позаботиться о котятах и Рыжике, зная, что они нуждаются в ней. Она наполняла миски водой и тщательно следила за тем, чтобы с вечера были готовы корм для всех.
Время шло, и котята становились все более уверенными в себе. Усы становился преданным компаньоном Марка во время его ночной работы, всегда сидя рядом, словно охраняя. Носки успокаивали Лизу после трудных рабочих дней, как будто они чувствовали ее усталость. А манжеты они держали всех в смехе своими бесконечными проделками, бегая по всему дому, прыгнув на столы и прискакав к подоконнику, чтобы наблюдать за тем, что происходит за окном. Несмотря на то, что Рыжик находился в безопасности и спокойствии, за пределами этого теплого дома нарастала новая проблема. 5 створ кочевых собак начали создавать неприятности, опрокидывая мусорные контейнеры и пугая людей, особенно детей и мелких домашних животных. Сообщество было в напряжении, не зная, как справиться с нарастающей угрозой. Люди даже начинали ограничивать время, проводимое на улице, опасаясь за безопасность своих любимцев. Однажды солнечным днем Марк решил вывести Рыжика на прогулку к местному пруду, надеясь, что они смогут насладиться спокойствием природы. Это было время для них, чтобы сбежать от повседневных забот. Однако, когда они подошли к воде, эта идиллия была разрушена внезапным появлением группы собак, которые начали громко лаять и угрожающе рычать. Рыжик, почувствовав опасность, вжался в землю, его шерсть встала дыбом, и он медленно стал отступать к пруду, пока его лапы не коснулись металлической ограды пруда. Собаки, закрывая их, приближались с глухим рычанием. Сердце Марка забилось быстрее, когда он пытался защитить Рыжика, но скоро он понял, что давление этих собак слишком велико, и хоть он и пытался сделать все возможное, его усилия направлялись все в пустоту. Время изменилось, когда он увидел пластиковую бутылку с водой рядом с ним. В панике он хватил бутылку и плеснул из нее воду на собирающиеся к ним собачьи стаи, создавая мгновенное отвлечение. Собаки, отпрянув от света, создаваемого брызгами, отвлеклись, и это дало Марку возможность взять Рыжика на руки. Пользуясь моментом, он быстро отошел назад к безопасности, ощущая поднявшуюся напряженность из-за произошедшего. Марк, все еще находясь в шоке, осознал, что проблема с бездомными собаками становилась все более серьезной, чем кто-либо мог предположить. Вернувшись домой, он не мог избавиться от ощущения, что нужно что-то делать. Он организовал встречу местного сообщества для обсуждения этой проблемы, убеждая людей прийти и обсудить, как помочь всем. Когда собрание собрало людей из округа в местном центре, сейчас напряжение нарастало. Соседи спорили о том, что делать. Некоторые хотели немедленно избавиться от собак, тестируя границы морали и добра, в то время, когда другие умоляли о более гуманном решении. Марк не собирался упускать это время. «Как насчет того, чтобы обратиться к местным службам по контролю за животными?» — предложил он. «Они могут знать, кому принадлежат эти собаки, и могут решить ситуацию профессионально». Сообщество согласилось с его предложением. После встречи Марк и группа обеспокоенных соседей обратились в местные службы контроля за животными. Они объяснили ситуацию и предоставили детальные отчеты о недавних инцидентах, включая близкое столкновение Марка с собаками у пруда. Офицеры по контролю за животными встревоженно отреагировали на серьезность проблемы и согласились увеличить свое присутствие в районе. Они разработали график регулярных патрулей с обновленной задачей сосредоточить внимание на районе, где собаки появляются наиболее часто. Сообщество также оказывало помощь, создав программу соседского наблюдения, где жители сообщали о сайтингах собак или инцидентах через выделенную горячую линию. Марк чувствовал, что они, наконец, сделали что-то значимое, и попытался окунуться в те светлые моменты, которые когда-то принесли ему радость. В течение следующих нескольких недель офицеры по контролю за животными проводили тщательное расследование. С помощью местных жителей они устанавливали гуманные ловушки в стратегических местах, чтобы поймать и защитить собак. Однако при этом они продолжали следить за всей картиной, понимая, что жизнь животных в опасности и требовалась их забота.
Когда они, наконец, поймали собак, их расследование привело к Фрэнку, местному мужчине с историей жалоб на пренебрежение животными. Люди всегда знали о его практике разведения собак. Когда его допросили, Фрэнк вначале отрицал свое владение, но доказательства со стороны соседей подтверждали противоположное. Оказалось, что он потерял контроль над своими животными. Власти предприняли быстрое и решительное действие. Фрэнка арестовали и предъявили обвинения в множественных случаях жестокого обращения с животными и угрозе общественной безопасности. В этом небольшом лесу боли и страдания государственные службы по контролю за животными также получили доступ к справедливости, чтобы настолько нужно этим заброшенным созданиям. Собакам сообщили, что они больше не под угрозой, а животных направили в реабилитационный центр, специализирующийся на помощь животным, которые восстанавливаются от суда нисходящим злом. Это решение принесло облегчение в сообщество, где люди, наконец, могли вновь расслабиться и чувствовать себя защищенными. Жизнь в округе вернулась в нормальное русло, вдохновляя всех собираться и общаться друг с другом, преодолевая все непонимания. Рыжик и ее котята продолжали процветать в своем новом доме. На этом этапе они заметили, как тепло и любовь окружает их, передавая эту нежность человеческим созданиям. 3 котенка, теперь именуемые Усы, Носки и Манжеты, выросли в игривых и ласковых кошек. Они уже не только были пушистыми созданиями, но и настоящими членами семьи. Рыжик, некогда угнетенный кот из приюта, теперь проводил свои дни, лежа на солнце, освещающем гостиную. Он с гордостью присматривал за приемными котятами, вылизывая их и обучая их азам жизни. Каждый раз, когда он смотрел на них, его сердце наполнялось счастьем. Он стал частью чего-то большого. Со временем, проведенным с Джонсоном, котята становились все более уверенными в себе. Их жизнь была полна радости. Они весело прыгали друг к другу, хватали за руки, и более того, они все радовались, когда играли. Рыжик наблюдал за ними с гордостью и умиротворением. Каждый раз, когда они играли, он не мог не вспомнить свою жизнь в приюте. Как все это было уныло, без возможности играть и радоваться. Все в семье Джонсонов стало как-то иначе. Взменить на своем месте в мире и расслабиться было некогда, и это было здорово. Эмма продолжала вдохновлять Рыжика с коллекцией игрушек, которые она собрала за свою первую любовь к ним. В конце концов, Рыжик стал помещением не только для котят, но и для безопасности всех других жизней, пока все жили в мире. Прошло еще несколько месяцев, и котята выросли в молодых кошек, и Джонсоны начали волноваться, что они могут стать слишком сложными для управления, но каждая кошка стала неотъемлемой частью семьи. Пространство вокруг стало наполняться звуками их забавных диалогов, прерывающимся еле слышимыми звуковыми эффектами среди множества серовато-коричневых кустов. Усы стали верным спутником Марка во время его ночных рабочих сессий. Носки успокаивали Лизу после тяжелых дней в офисе, всегда оставаясь рядом и слегка мурлыкая. А манжеты, они держали всех в смехе своими бесконечными проказами, ловко потянувшись к вещам, которые оставлялись без надзора. Рыжик, ставший уважаемым пожилым джентльменом, продолжал заботиться о своей семье с любовью и гордостью. Он нашел свою цель в жизни не только как питомец, но и отец, друг и вдохновение. Каждая минута, проведенная с ними, снова напоминала ему о радости, о смехе и о том, что такое истинное счастье. В один из дней, сидя у окна, наблюдая за игрой своих котят с Эммой, он начинал задумываться о том, как же важно быть частью семьи. Рыжик не мог не думать о том, что он пережил, о том, какая у него была печальная жизнь до того, как его впустили в этот дом. Дом, полный любви и заботы. Быть здесь и знать, что каждая из этих кошек имеет возможность жить лучше, это тоже его забота.
Что вы думаете? Когда-либо усыновляли питомца, который удивил вас своей удивительной личностью? Или, может быть, вы были свидетелем чего-то героического, совершенным животным? Так много историй, которые необходимо рассказать, и каждая из них так важна. Делитесь своими историями в комментариях ниже. Мы с радостью их услышим и воздадим должное этим пушистым существам, которые дарят нам радость, теплоту и надежду.